Всем привет, друзья, коллеги! Меня зовут Артем. Начали кладку нового очередного камина. Как можете видеть, начало положено. Камин будет под отделку. Сразу же я сделал, многим советую. При строительстве камина, особенно в таких домах, квартирах, где нет хорошей вентиляции, ставьте отдельно трубы, выводящие, даже не выводящие, а заводящие чистый ветер с улицы напрямую в камин. В дальнейшем труба будет обрезаться, подгоняться, ставится гофра для подачи свежего воздуха уже непосредственно в топку. Делается для того, чтобы принцип работы камина, в принципе, наверное, понятен многим. Но повторюсь, либо расскажу. Камин забирает весь воздух, находящийся в комнате, в соседних комнатах, для того, чтобы была нормальная тяга. Следовательно, воздух, который он забрал, необходим воздух, чтобы и попал вовнутрь. Будет свистать со всех возможных щелей, дверей, окон. Кто бы ни говорил, что у меня дом герметичен, окна поставлены хорошо, воздух не просасывается, не проходит. Это все бред, люди, это правда бред. Поэтому в любом случае подсос воздуха с улицы необходим. Камин по проекту будет вот такой. Размеры будут соблюдены, все это потом будет под облицовку камнем искусственным. Так что работаем дальше, оставайтесь с нами. Итак, продолжаем видео. Небольшой отчет по фактически выполненной работе. Вставлена гофротруба, в которой... Так, что-то его не видно. Не видно, да, к сожалению. Поворотный шибер вплотную. Вот как-то так. Так что продолжаем работать. Печка особо не моется, точнее камин не умывается, так как просто прочистится щеткой по металлу, как я уже говорил ранее, идет под облицовку. Так, снова всем привет. Продолжаем камин. О чем хочу рассказать. О креплении зуба. Зуб я креплю вот таким макаром. Я считаю, это самое надежное крепление. Зуб не вывалится, не расшатается. В общем, будет стоять на своем месте, пока не выгорит раствор или кирпич. Что касаемо зуба. Редко где найдешь в литературе, в книгах. Я пытался найти, но это единицы. Что касаемо угла запила зуба. Самым оптимальным углом для запиливания зуба является угол от 20 до 32-35 градусов. Это самый оптимальный, самый лучший угол зуба. Об этом говорят старые печники, в том числе тот, которого я в свое время учился. Поэтому, если кому-то что-то нужно выложить, барбекюшницу, либо мангал, либо казан, камин, все что угодно, знаете, что самый оптимальный угол для зуба это 20, 32, до 35 градусов. Что еще? Еще вот немножко по такой, не то что декорации, но друзья попросили, чтобы в камине была надпись их имен. Поэтому вот Санек, Юля сделал. Они хотели ставить где-то этот кирпич. Уже, может быть, и не найду. Да. Значит, я его муровал уже. Они просто сделали на кирпиче нарезы болгаркой. Но было не очень красиво.
Поэтому, надеюсь, вам понравится. Теперь, что касаемо подсоса воздуха с улицы. Оставлены вот такие каналы. Задние каналы здесь в 2 сантиметра шириной, снизу они чуть больше. Канал прослойка задней стенки камина составляет 8 сантиметров. Делаю это для чего? Почему оставляю больше сзади, нежели спереди? Основное горение камина, огня, пламени будет прогревать эту стенку. То есть задняя стена прогревается гораздо больше. И весь воздух, заходящий в камин, будет прогреваться еще больше. Пока он там находится, пока он проходит по кругу, он нагревается. И уже нагретым выходит отсюда. Нагретый воздух, камин, любое пламя, будь то печка, камин, каминопечь, горит гораздо лучше, когда в топку заходит уже подогретый воздух. Дрова горят более лучше, более ровное горение получается. Вот с таким расчетом я это и делаю. Что еще? Что еще? Да вроде пока и все. Продолжаем работать. И ждем следующего видео. Ну, еще раз всем привет. Камин закончили. Получился вот такой вот. Юшку спрятали. Как я говорил, камин будет под отделку. Так что будем ждать, когда будет привезен камень, обделан. Потом будет полностью еще один раз видео снято с полной отделкой. Что там изнутри видно будет наши зубья? Да, видны. Так что вот как-то так и получилось. Кому нравится, ставьте лайки. Кому не нравится, тоже ставьте.